Есть поверье, что как год начнешь, так его и проведешь. Или нет такого поверья. Но тем не менее, у меня есть стойкое ощущение, что если в январе я не выпущу обзор, то весь год пройдет без обзоров. А я ведь так хочу, чтобы этот год прошел под эгидой закрытых гештальтов. Вы в курсе всех этих гештальтов? Демоны 2, Динозавр 2, Адский бункер 3, Дрожь земли 7, последний сезон Санта-Барбары, ну и вторая часть фильма, который когда-то наделал много шума у меня в штанах, и из-за которого мне удалили один из 10 каналов на ютубе. Хорошо, что у меня есть телеграм-канал, куда можно подписаться, чтобы потом отписаться. Вот. Ну, вы, в общем, это заглядывайте, ладно. Итак, если этот обзор вам принесли на неподписанной кассете, такое своеобразное послание будущим поколениям, это обзор фильма «В лесу не сношаться 2». Надеюсь, на той кассете есть и обзор первой части, ведь в свое время на ютубчике, несмотря на ограничения, он собрал более 700 тысяч просмотров. То есть это было такое своего рода легендарное дерьмо на полшишечки. Ну и еще вторая часть начинается, можно сказать, с кадров первой части, а точнее с некоторых подробностей ее первой сцены, когда монстр-чистильщик лесных нравов прервал самым грубым образом акт соития этих двух скуфов переходного возраста, после чего сам оплодотворил дамочку. Если бы Оби-Ван Кеноби увидел это, он воскликнул бы: «Это просто стопроцентная любовь! Вечная любовь, огонь страсти, полноценных желаний, отношений». Или что-то типа того. А вообще непонятно, какого ляда эта лягуха на стероидах занимается тем, с чем борется. Хотя, как говорил мой отец, кто с кем борется, тот с тем и порется. Поэтому борьбу я стараюсь обходить стороной. Впрочем, это последний кекс монстра, ведь эту ночь ему не суждено пережить. Ну а девушка тут же выблевывает потомство и отходит в мир иной. Начинаются вступительные титры на фоне компиляции кадров из первой части, традиционно под драйвовый гитарный запил, по завершении которых просыпается выжившая после бурной ночки героиня по имени Джейн. И та ночка была настолько бурной, что она как будто бы схуднула килограмм на 10-20. Ну или актриса добилась такого результата за 6 лет, прошедших со времен первой части. Да, у нас тут типа нереальный долгострой, потребовавший долгих лет подготовки. В общем, девчуля встает, забирает лук, стрелы и... Блядь. И идет гулять по лесу, что еще остается. А действие переносится в летний лагерь Pine Hills, где, видимо, никто и никогда не сношался, иначе бы... Они все мертвы. Их убили. Ну вы понимаете. Лагерь, к слову, старый и весь разваливается. Но несмотря на это, его нужно открыть через неделю. Поэтому вот этот бедолага по имени Гил должен тут все отремонтировать к этому сроку. Сраные хижины разваливаются на части. Что ж, друг, для этого ты и нужен. Мне нужно, чтобы этот кемпинг заработал в течение недели. Как будто владелец лагеря насмотрелся стримов по Фортнайту. В то время как у рабочего даже установка указателя вызывает такую гримасу, как будто он снова и снова переживает свою прошлую жизнь, в которой он был Вэллом из Дрожи земли. Но вот его от Very Hard Work отвлекают две дамочки, заехавшие сюда на знакомом нам по первой части Субарике. И надо сказать, что он хорошо сохранился за 6 лет, если не считать въебаного крыла. Даже удивительно, что режиссер его до сих пор не продал, чтобы снять какой-нибудь очередной свой шедевр. А может и продал, судя по номеру. А может это и не его Субарик вовсе, не суть. Едут же они в какой-то парк, чтобы там, не знаю, позаниматься голой йогой, но точно не за грибами, потому что одеты они как гости из будущего в фильме 80-х, или как марсиане в фильме 50-х, или, проще говоря, как еда для комаров. Но не будем углубляться в подробности их досуга, наполненного сексуальными девиациями экстремистского толка. Обойдемся лишь парочкой кадров для тех, кому не повезло смотреть это на Бусти без цензуры. Ведь в итоге в них проникает это, под присмотром этого. И до конца фильма про Лолиту с Жанной можно забыть. Тем временем в лагерь приезжают так называемые... Это медсестра и эти дети, они знают, которые, по всей видимости, будут здесь работать вожатыми. И прибыли они заранее, чтобы освоиться перед открытием в лучших традициях пятницы 13-й. И как это обычно бывает, детишки ездят вот на таких машинах, выглядят как я, довольно молодо для своих 40 без хвостика, и думают о высоком. Идеальное место, чтобы пару дней жрать, бухать и трахаться. Давайте остановимся на первых 2 пунктах. А вы точно тут за взрослого? Вряд ли они доросли до возраста, чтобы пить, так что будь терпелив с ними. Ну отлично. Компания же детишек по традиции состоит из качка Мейсона, типа красотки Таши, дурной
чернушки Майли, похотливой парочки Уилла и Кортни и шутника Чарли, который похож на... Напишите сами, на кого он похож, пусть это будет на вашей совести. Угадать будет просто. Ну, здравствуй, мистер Пропер. Кто ты такой? Видимо, самый настоящий магнит для лолит. Вы только посмотрите на его внешку. Это же вылитый брат Гига Чада, который пропускал качалку. И просто для сведения. На моей кровати найдется место для вас двух престарелых дам. По-моему, Fine S не переводится как «престарелая дама». Вообще-то это переводится как «талантливый финский летчик». Правда, не знаю, при чем тут это. Здесь говорится, что 65% всех людей, что были в лагере, занимались сексом. Чушь собачья, это невозможно. Конечно, невозможно. В этом лесу запрещено заниматься сексом. Потому что доказанный факт, как только люди отходят от суеты цивилизации, они позволяют проявиться своей первобытной стране. А вообще он прав. Вдали от цивилизации равно вдали от порно. Только подумай. Костер, тишина и покой, никого вокруг на многие мили. Срабатывает первобытный инстинкт. Но вот эта красотка, у которой брови из войлока и ноги такие, как будто она единственный в мире человек, которого удалось спасти из дереводробилки, продолжает разгонять про то, что в лесу заниматься кексом неудобно. Поцарапанные колени, локти, ветки и камни под жопой. Ты просто делаешь неправильно, Кортни. Будь выше этого. Правильно, всегда будь выше. Ага, одна вон была сверху. И чем это закончилось? Ее титьки никогда больше не будут вместе. Да, и девушкам же очень нравится, когда ты засовываешь им в задницу все подряд. Правда? Нет, я фашистка. Фетишистка. Да похрен. Да, это все равно примерно одно и то же. Таша вспоминает, что где-то там наверняка скучает медсестра, и решает найти ее, чтобы и с ней поговорить о высоком. Знаешь что? Я думаю, ты просто хочешь грязного секса. Но у медсестры давно климакс, и ее занимают совершенно другие вещи. Вопреки распространенному мнению, есть более важные вещи, чем просто секс. Правда? И что же? Например, прокачка этой хижины. Ага, тут явно не хватает больших мониторов. Да побольше, как Экзибит завещал. Тут еще приезжает шериф, или что-то типа того. Ведь Гил – бывший зэк на испытательном сроке, которого этот шериф недолюбливает и всячески подъебывает и провоцирует. Это хорошо. Видишь ли, было бы досадно, если бы у тебя не хватило времени вернуться и напасть на офицера закона. Врубаешь? Ситуацию спасает медсестра, которая прогоняет этого жиробаса. Красотку апдейт по разнорабочему еще сильнее возбуждает. Цок-цок-цок, непослушный мальчик. И она продолжает соблазнять его излюбленным способом. Ну или может быть она срать хочет. Я вот захотел от этих ее сигналов. Так и появился на свет этот ролик, кстати. Теперь вы знаете, кого нужно за это благодарить. Вдруг случается еще одна неприятность. Оператор, устав участвовать в этой херне, ужирается в хлам, но продолжает снимать, валяясь на земле, за что Гил решает его сжечь. Благо к вечеру находят другого оператора. Ты ведь не христианка? Ты не веришь в Господа или Христа? Ты мусульманка, да? Да, я мусульманка. И ракурсы снова становятся нормальными. Ребята же сидят у костра и обсуждают Гила, строя догадки, за что он сидел. Ставлю на наркотики. Ставлю на угон. Не, он выглядит, будто совершил грабеж. Но приходит сам Гил. Я просто решил посмотреть, что тут за пожар. Оператор догорает. Тучный был мужчина, долго горит. Его бы одного хватило, чтобы запустить в воздух средневековую крепость. Ну и в общем он рассказывает свою историю. И если кратко, то был у него друг, и решили они провернуть кое-какое дельце, для чего взяли себе прозвище. Гил стал Пупой, а его друг Лупой. В ходе дельца Лупа подставил Пупу, и в итоге Гил отсидел за Лупу. Такие дела. История, конечно, безумно интересная, но у детишек чресла горят похлеще оператора, поэтому они начинают расходиться. Эти двое уединяются в палатке для аутентичности, ну или потому что это косплей или ролевая игра. А эти двое банально идут в душ. И кажется, я начал забывать, как надо цензурить кекс в обзорах, чтобы YouTube не докопался. Если вы смотрите это на Бусти, не обращайте внимания. А вообще наблюдать за косплеерами в палатке не очень-то и приятно. Потому что в фильме с упором на эротику рассчитываешь увидеть симпатичных актеров, а в этой палатке таковых нет. В то время как сцена в душе обладает какой-никакой маломальской эстетикой, где-то на 3 балла из 10, которые заработаны парнем со спортивным телосложением. К слову, это все мои субъективные оценочные суждения, некрасивых людей не бывает,
Красота, как и уродство, в глазах смотрящего. Ну и так как сношаться запрещено в лесу, с личиносами сталкиваются косплееры. В девушку ползучая тварь проникает через причинное место. Фильм это даже демонстрирует крупным планом. Что бы мы без этого делали? Парню же везет больше в его невезении. Остальные персонажи заканчивают день кто в одиночестве, а кто в паре, но за душевными разговорами. На следующее утро проснувшиеся обнаруживают нехватку двух тел и обмениваются любезностями. Кстати, ты пахнешь как член Мейсона. Это лучше, чем запах одиночества и депрессии. По-моему, тут все очень индивидуально. И запах члена Мейсона подойдет далеко не каждому. Как бы там ни было, парнишка идет искать пропавших. В то время как к середине фильма до лагеря добирается Джейн. И она слегка взвинчена после долгой дороги. Или просто сильно рада видеть живых людей. Поэтому приходится вкатить ей транквилизатор. После чего медсестра осматривает ее, достает из ее ноги то ли зуб, то ли ноготь и выносит вердикт. Она вся в крови. Рваная рана на лбу, резаная рана на левом бедре. В остальном все вроде в порядке. А затем буквально предлагает своим подопечным разделиться в условиях опасной неопределенности. Думаю, пришло время сделать звонок. Согласна. Таш, не могла бы ты найти телефон? А вы двое попросите всех вернуться в лагерь, и никаких блужданий вокруг да около. Как будто это ее дети, которых можно в любое время суток и погоду отправить за пивом. Тем временем Чарли находит в лесу Кортни, которая тут же решает его оседлать. Выглядит она, к слову, так, как будто параллельно снимается в ремейке «Задницы зомби», что, впрочем, не отбивает у Чарли желание ее покатать. Заканчиваются же скачки предсказуемо. Внезапно наступает ночь, так же внезапно, как выпадает снег зимой. Детишки, ушедшие искать своих друзей, заняты чем-то важным. Ну да, определенно растяжение связок. А ты можешь вместо этого помассировать плечи? Я чувствую себя напряженной. Ну и да, Майли влюблена в Мейсона, который влюблен в сиськи Таши. Такой вот любовный треугольник. Но Майли уверена, что она ничуть не хуже Таши и готова это доказать. Поэтому она такая хоба! И черт подери, как же она хороша. Таша ей в подметке не годится. Совершенно непонятно, зачем она прятала такую красоту под этой мешковатой футболкой. Надеюсь, что зрители с Бусти зайдут на YouTube, чтобы описать свои эмоции в комментариях. Потому что не уверен, что сам смогу их передать. Но если вы всегда мечтали увидеть эту даму без всех ее лифчиков, то это оно. Глупый же качок отвергает Майли, и она закрывается в толчке. Тем временем просыпается Джейн, выясняется, что телефон разбит. Разбит. Что? Я не знаю как. Просто разбит. Хз, может быть, горем разбит. Сюжетный ход на уровне... Ты брал спутниковый телефон? Нет, Почему? у меня нет спутникового телефона. Еще Джейн рассказывает, что случилось с ней и ее друзьями прошлой ночью, 6 лет тому назад. Что-то напало на нас. В лесу что-то есть. Эй, сядь. Оно выследило нас. И оно убило моих друзей. Оно убило Алекс. Да, я помню тот невероятно драматичный момент. Там еще котик играл грустную мелодию на пианино. Ну а медсестра успевает с помощью карманного микроскопа изучить тот зубокоготь. А у нас, тем не менее, нет 3 человек. И после того, что я видела пару часов назад... О чем ты говоришь? Подойди, посмотри. Че это, блядь, такое? Интересно, что она рассчитывала от него услышать? Он разнорабочий, бывший зэк, отсидевший за лупу, а не биолог какой-нибудь. Тем более, что она и сама не знает, что это. Я не знаю, но это из ноги Джейн. И как будто была бы рада любому предположению, даже если бы он сказал, что это микробы ебутся во время месячных. Тем не менее, они решают выслушать историю Джейн во всех подробностях, после чего уже приходят к выводу, что ситуация пахнет писюнами, и надо бы сваливать. Но и бросать потеряшек не очень правильно, которых, кстати, не 3, а 4. А где Майли? Я видела, как она шла в туалет. Ты за ней сходишь? Последнее, что нам нужно, это разделяться. И поэтому ты отправила ее одну ночью шляться по лагерю. Что она покорно и принялась выполнять, несмотря на то, что минуту назад... Если я настолько тупая пи***, чтобы идти туда в одиночку, можешь спеть колыбельную на моей могиле и сходить нахуй. К слову, к этому времени к Майли в туалет уже заглянул Чарли и сделал кусь. Пожалуйста, останься с ней. Возьму фонарики.
Последнее, что нам нужно, это разделяться. И не то чтобы это как-то двигало сюжет, но Джейн идет в уборную, чтобы показать сиско, в том числе и свои. Надеюсь, третью часть снимут, и нам опять покажут, как они изменились еще за 6 лет. Тем временем медсестра, которая не любит разделяться, одна, встречает Уилла, который рад этой встрече как любимый пёсель и лезет лизаться. На помощь приходит Гил. Начинается махач, который поставлен так, как будто режиссеру предоставили помещение для съемок, но строго-настрого запретили что-либо ломать, в том числе и актеров, потому что откуда у него деньги на каскадеров. А оператор впервые работает со стабилизатором, поэтому танцует с ним отнюдь не как Брэд Питт с Анджелиной Джоли. Так или иначе, Уилл теперь человек в голове ножницы. Прибегает Таша, повстречавшая в туалете Чарли. Медсестра, проведя беглый осмотр Уилла, делает вывод, что они имеют дело с паразитами. Он прикрепляется к хозяину и вызывает серьезную мутацию. Однако, без живого хозяина паразит не развивается. И что это за паразит? Он пришел оттуда. Марсианин, что ли? Даже не мечтай, гаденыш. И казалось бы, в их ситуации этого достаточно, но она проводит вскрытие, по всей видимости теми же ножницами, и я ждал повторения ситуации с микроскопом. Но нет, в кишках она разбирается значительно лучше, и по результатам вскрытия приходит к выводу, что паразит превращает людей в сверхсильных мутантов-ебунов, или что личинка пробирается в людей через причинные места. Я так и не понял, ну да и не важно. Вдруг приезжает шериф. Но не от скуки или прикола ради, а чтобы подкинуть Гиллу наркоту. Да, сюжет прорабатывали 6 лет, не забывайте. Гилл хочет предупредить его об опасности, но тут же арестовывается. Блять, ты кусок. Завали хлеборезку и топай давай. Нет, зачем он его забирает? Мы должны пойти и объяснить. Конечно, ступайте, он внимательно вас выслушает. Стойте, все не так. А ну успокоились на... Ебать на 0. Блин, похоже, что-то пошло не так. Но вот появляется Кортни, и объяснять уже ничего не надо. Она дырявит медсестру, хавает шерифа и нападает на Гилла, а его в свою очередь спасает Джейн, продырявив мутантшу метким выстрелом из лука. You okay? Кис! Понял. А, ключи! Точно, ключи. 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 Освободившись, Гил хватает дробовик, и они закрываются в домике, где Таша мотивирует Гила на героические поступки, жопой, как ни странно. Мое предложение в силе. Вытащишь нас отсюда живыми, и в сделку добавится анальный секс. Тогда я вообще тут все разъебу. Но его начинает обнимать девушка с плаката. Таша пытается убежать, но ее похищает выжившая Кортни. Джейн спешит на помощь, но отправляется в нокаут. Гиллу удается выскользнуть из объятий. И оказывается, что это был Чарли. Ключевое слово тут «был». Где-то за кадром погибает качок от рук Майли, которая тут как тут и уже посягает на жизнь Гилла. И пусть внешне Гилл дохлая хуйня, но он духом крепок и умеет обращаться со строительным инструментом. Поэтому Майли отправляется вслед за Чарли. Короче, за 5 минут фильм наваливает двойную порцию умопомрачительного экшена. Как будто это Джон Уик, снятый Уве Боллом под просроченной камбучей. Но не одним экшеном может похвастаться фильм. Не забываем про диалоговские Тарантины. Давай, малышка, очнись. Очнись. Блять. А я говорила, что это лютое говно. Да, я это учел. Осталась Таша. Мы должны найти ее. С чего ты взял, что она еще жива? Назови это предчувствием. Там есть что-нибудь полезное? Посмотрим. Прихватив бензопилу, они идут на Крик и находят логово монстра, где Таша уже благополучно взяла в рот. Там же они находят динамит. Монстр жил по принципу «в хозяйстве все пригодится». Ну и не будем терять уже набранный темп. Эта парочка заходит в логово, где куча коконов с человеческими телами, по типу тех, что делали чужие, только у чужих не было столько целлофана, чтобы завесить им стены. Джейн начинает скорбить по своим друзьям, как вдруг появляется Кортни, но ее тут же опиздюливает набивший на детишках руку Гилл. Из стен начинают лезть пинусы.
Джейн отбивается от них бензопилой, в то время как Гил мутузит разводным ключом огромные яйца. Мне кажется, нужно сделать такой женский силомер, после чего они кидают динамит и вылетают из пещеры как из пушки, в результате чего Таша принимает в себя последнюю в своей жизни палку. Гил же кое-как подымает Джейн и уходит. Уходит удалять межпозвоночную грыжу после такого перформанса. Вот для сравнения, как качок поднял Джейн. Качайтесь, пацаны. Нам же напоследок показывают тех двух дамочек, которые стали родителем номер 1 и номер 2 для нового монстра. Ну прям со смыслом. Итог же будет кратким. Фильм не подвел. Фильм ожидаемо говно. Ждем 3-ю часть. Всем спасибо за внимание и пока-пока. До встречи в следующем году.